Здравствуйте, друзья, и все, кто заглянул на мой канал. Сегодня я расскажу о своем опыте аренды жилья в Болгарии. О том, как и где снимать жилье, чтобы не переплачивать, и сколько это будет стоить. Когда мы впервые приехали в Болгарию, это было в ноябре, и поэтому проблем с арендой не было. Мы приехали всего на несколько дней, и поэтому просто сняли комнату в отеле. Цена была невысокая, и мы остались всем довольны. Но это было давно, и с тех пор многое изменилось. А второй раз мы приехали в июле, но заранее мы тоже ничего не забронировали. Думали, что проблем со свободными номерами в том же отеле опять не будет. Но снять жилье в ноябре и в июле – это большая разница. В том же отеле все было занято, и нам пришлось полдня искать место для ночевки. Город мы тогда почти совсем не знали, и в какой-то момент я даже подумала, что ночевать нам придется на улице на скамейке. Но в итоге все обошлось. Мы нашли какой-то маленький отельчик со свободными номерами. Цена уже не имела значения, потому что других вариантов мы просто не нашли. С тех пор прошло много времени. И теперь про жизнь в Болгарии я знаю достаточно много, чем и хочу с вами поделиться. Еще один негативный опыт аренды жилья был у моих знакомых. Они приехали как-то летом отдохнуть у моря, выбрали город Поморье. Поморье находится в 15 километрах от Бургаса. Море там почти со всех сторон. Это очень милый городок, сейчас мы по нему едем. А приехали они в августе и тоже заранее не забронировали себе квартиру удаленно, а решили найти что-нибудь прямо приехав в город. Так действительно можно делать, потому что в Поморье в летнее время на автобусных остановках стоят собственники жилья с объявлениями в руках. Иногда без объявлений. И на многих домах и магазинах висят объявления о сдаче жилья. Поэтому снять квартиру, находясь в Поморье, можно дешевле, чем через интернет, но не всегда это легко и быстро. В итоге они посмотрели 2 квартиры, но они им не понравились. До вечера времени было еще много, и они решили еще повыбирать. Но после обеда свободных квартир становилось все меньше, а цены все выше. В итоге им пришлось снять дороже, чем они собирались, да и это жилье им не очень понравилось. Но они сняли его только на 3 дня, а потом нашли что-то другое по нормальной цене. В итоге вывод такой. Если вы хотите снять жилье в Болгарии в летние месяцы, то лучше озаботиться об этом заранее. Если вы собираетесь к морю на месяц и больше, то можно сначала снять что-нибудь удаленно на несколько дней, а уже на месте искать жилье подешевле. Но так можно найти не везде, а только в маленьких приморских городах, где объявления об аренде висят прямо на домах. Например, в том же Поморье и в Сарафово. Сарафово – это район Бургаса. И сейчас мы находимся в Сарафово. Прямо рядом с этим районом
находится Бургасский аэропорт. Поэтому, если вы прилетите в Бургас на самолете, то до Сарафова вам даже ехать не надо. Можно просто пройтись пешком. Пешком от аэропорта там буквально пару минут. Это, конечно, с одной стороны плюс, а с другой минус. Потому что в летнее время самолеты начинают летать очень рано. И меня, например, когда я там ночевала, самолетный гул всегда будил. Но если вы вдруг не забронировали себе квартиру заранее, то, прогуляясь по улочкам Сарафова, вы сумеете что-то себе сразу найти. Но все же, если вы собираетесь в июле или в августе, у вас маленькие дети, вы приезжаете вечером, у вас много вещей, то я бы посоветовала снимать удаленно, хоть на одну ночь, а потом уже искать что-то подешевле здесь на месте. А в Бургасе и в других больших городах объявления на домах и столбах не висят. Поэтому, если вы хотите жить в Бургасе или в Варне, то вам придется искать объявления в интернете. И делать это желательно заранее. Итак, какая же будет цена аренды летом? Тут большое значение имеет месяц и срок аренды. Если вы хотите снять жилье на 3-4 месяца, то стоимость за сутки будет в несколько раз меньше, чем если вы хотите снять только на несколько дней. Итак, в июне студию в Сарафово или в Поморье можно снять за 15-20 евро в день. Я думаю, это минимальная цена сейчас. В июле цены всегда выше. Что будет в этом году, неизвестно. Но думаю, что даже за 20 евро в сутки будет снять сложно, а может и невозможно. В августе обычно цены еще немного выше. А если вы собираетесь снимать все лето или даже 4 месяца, то можно найти студию примерно за 400-500 евро в месяц. Но в этом случае вам придется заплатить всю сумму сразу, за все месяцы. И депозит в размере аренды за 1 месяц. Депозит обычно возвращают, когда вы уезжаете, но могут и не вернуть, если хозяину что-то не понравилось. Например, грязно в квартире или вы что-то сломали. Когда вы арендуете посуточно, то все коммунальные платежи входят в стоимость аренды. А если вы арендуете на несколько месяцев, то чаще всего вам придется еще платить отдельно и за свет, воду и интернет. А это в среднем 20-25 евро в месяц. Если же вы хотите арендовать жилье не на лето, а долгосрочно, то цены будут совсем другие. Но здесь тоже есть свои тонкости. Если вы собираетесь жить у моря, то в зимние месяцы в таких местах, как Солнечный берег, Несебр, Поморье, Созополь, небольшую студию можно снять за 150 евро в месяц. Но в летние месяцы эта студия будет сдаваться не дешевле, чем 400 евро за месяц. В итоге вас либо летом попросят съехать, либо платить по летней цене. Если же вы хотите начать жить у моря летом и продолжать жить там же и зимой, то арендаторы
попросят вас заплатить всю сумму за год сразу, потому что вся сумма аренды за теплые месяцы примерно равна всей сумме аренды за год. То есть за 5 месяцев с мая по октябрь арендатор хочет получить не меньше, это примерно, не меньше 2000 евро. За эту же сумму он может сдать свой апартамент на целый год. Но заплатить вам чаще всего придется сразу, если начнете арендовать в летние месяцы. Но обычно летом у моря сдают по одной цене, а зимой по другой. Если же вам нужно снять квартиру не у моря, то летняя цена не будет отличаться от зимней. Но это в городах, которые находятся далеко от моря. Например, в Софии, Пловдиве, Старой Загоре, Айтосе, Карнобате и в других. А в Бургасе и в Варне, даже если район в нескольких километрах от моря, то снять в летнее время квартиру на длительный срок сложнее и дороже, чем зимой и осенью. То есть, если в Бургасе зимой можно найти самое дешевое жилье за 150 евро в месяц, то летом это будет сделать практически невозможно. Правда, в Бургасе есть район, который называется Меден-Рудник. Это большой спальный район, и цены в нем самые дешевые. Не потому, что там медь добывают и плохая экология. Нет, не поэтому. А потому, что он расположен далеко от моря, он густо заселен, и там достаточно много цыган. А в общем, район неплохой. Там прекрасное транспортное сообщение и много супермаркетов. Так что, если вам нужно подешевле, то не стоит пугаться этого района. Арендовать жилье там можно в 2-3 раза дешевле, чем в центре Бургаса или в Лазуре. Район Лазурь – это один из лучших районов Бургаса. Он находится у моря и рядом с центром. Но есть в этом районе и минус. Парковка в летние месяцы с мая по октябрь там везде платная. Если вы на машине, то сумма за парковку будет 1 лев в час с 11 часов утра до 8 вечера ежедневно и даже в выходные. Это правило зеленой зоны. А район Лазурь как раз находится в зеленой зоне. И действуют они с 1 мая по 1 октября. В зимние месяцы парковка там бесплатная. Сегодня я озвучила самые низкие цены за аренду жилья. Соответственно, чем лучше и больше апартамент, тем выше будет цена. А самые низкие цены будут или на первом этаже, или на последнем. В Болгарии этажи считаются немного не так, как у нас. Первый жилищный в Болгарии – это по-нашему 2-й этаж. А то, что мы привыкли называть первым этажом, в Болгарии это называется партер. Так вот, самые дешевые студии именно на партерном этаже, в полуподвальном помещении или под крышей. Летом, я думаю, в полуподвальном помещении будет даже комфортнее, чем на последнем под крышей. Хотя, если в апартаменте есть кондиционеры,
и сумма за электричество входит в стоимость аренды, то с жарой в помещении проблем быть не должно. При краткосрочной аренде обычно никакие договоры не заключают в письменном виде. Просто сразу платят деньги за весь срок и иногда плюс депозит. Если вы хотите избавить себя от всех проблем и заранее забронировать себе апартамент, например, через Booking, то имейте в виду, что даже при таком бронировании проблемы в Болгарии могут возникнуть. У меня был такой случай. Мы ехали в Софию и хотели там остановиться на пару дней. Забронировали себе подходящий апартамент заранее за 2 дня, но без оплаты, потому что на сайте было написано, что оплата на месте. В итоге, в день нашего прибытия в Софию нам звонит хозяин апартамента и говорит, что в этот апартамент он нас заселить не может, потому что там сейчас ремонт. А вот 2 дня назад он об этом не знал. И он может предложить нам другой апартамент, но он немного подороже. Мы просто отказались. Даже не потому, что денег жалко, а потому что это просто разводка на деньги. В итоге прямо в дороге я нашла другой апартамент. Он тоже был без предварительной оплаты, но там все было хорошо. А как арендовать жилье на длительный срок, я расскажу вам в другом видео, если вы захотите. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть такое видео и мой опыт аренды жилья на длительный срок. А на сегодня я прощаюсь с вами. Всего доброго. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока!